Всем привет, ребят, всем здравствуйте, с вами, как всегда, Леха, мой ник Антарадун. Мы находимся в Мальте, и это кто? Правильно, это я. Ребят, мы находимся с вами в ресторане Planet Hollywood. Я не знаю, там, как правильно произношение, там, я у мамы англичанин, но вы мне скажете, это интеграция ресторана, слышь ты, черт? Нет. В первую очередь в Мальте, прямо напротив нашего, отеля, мы узнали то, что есть, еще причем по пути сюда в самолете, мне сказали то, что есть очень крутой рестик в Мальте. И мы вроде как такие, я говорю, ну чем он крут? Ну, тут много разных кафе, много разных заведений, потому что это такая мини-бюджетный вариант Ибицы. Мне говорят то, что эту сеть ресторанов основали сразу огромное количество владельцев. Это Сталлоне, Шварц, там есть Брюс Уиллис, еще там кто-то, там, по-моему, и Джеки Чан, там миллион этих совладельцев, и они просто решили сделать что-то крутое. И как выглядит этот ресторан, я просто безумно хотел сюда попасть. Как оказалось, сразу вот начнем со входа. Ты не попадешь вовнутрь, пока за тобой не выйдут. То есть ты говоришь, я хочу зайти, тебе говорят one minute, типа just suck and good luck. Вот, то есть ты ждешь и потом уже заходишь. Пойдемте пройдем внутрь, у нас удалось нам наконец-то попасть, сейчас очередь маленечко подрассосалась. Пойдемте посмотрим, что из себя представляет ресторан. Кстати, система прохода очень-очень крутая. Сразу же нас встречает, естественно, пожилой Шварценеггер. Тут говорить не надо, Терминатор, It's my life. It's my life. Ну и дальше, ребята, это, конечно же, «Звездные войны». То есть здесь, по-моему, вообще тоже без комментов. Все знают эту франшизу. Так что вот так вот начинает нас встречать ресторан. Здесь вот на самом деле это... тут для особо одаренных, я понял. Тоже сувенирка, ну и все остальное. И посмотрите, какое было скудная вывеска в ресторане, да, в самом начале нас встречала. И насколько когда ты заходишь в этот рестик, да, насколько он круто и как-то очень пестро сделан. Естественно, что мне первое бросилось в глаза, это не огромное количество народу здесь, это именно вот эти вот витрины. Потому что, как нам здесь сказали, то, что в каждый ресторан в этой сети, он имеет свой эксклюзив именно с Голливуда, то есть какая-то вещь присутствует с тех или иных съемок. Пойдемте быстренько пройдемся, пока нас не выгнали. И посмотрим. Ребят, это, наверное, то, вообще ради чего стоит сюда прийти. Это оригинальный костюм Assassin's Creed. Так что все фанатов, их миллионы, миллиарды, я не знаю, наверное, по всему миру, но миллионы точно, это вот именно он. И сразу же рядом «Агент 007», фильм, на котором выросли, я не знаю, там несколько, наверное, как минимум поколений. Так что это именно он, оригинал, прям со съемок. Что у нас здесь еще есть? Вот это, если честно, я не знаю, это, по-моему, тоже Assassin's Creed, костюм именно короля. То есть, я просто почему догадываюсь, это потому что, да, король Фердинанд. Кто знает, тот может сказать. Так что напишите в комментариях, может быть, кто-то знает, где он появляется, в какой части, хороший он, плохой. К сожалению, Assassin's Creed для меня пока что неизвестная стезя, но обязательно пройду эту серию игр. Пойдемте дальше. Ребят, сейчас находимся в центре ресторана. Особо здесь люди кушают, особо никого тревожить не хочется, но вот на том стенде, получается, вот по левую руку от меня, находятся те вещи, которые, я не знаю, это легендарные вообще франшизы. Это Гарри Поттер, те самые палочки, которые были на съемках. Это «Властелин колец», я думаю, этот клинок в представлении вообще не нуждается, и все прекрасно знают, кто принадлежал, кому он принадлежал. И на дальнем находится «Экскалибур», кто помнит тоже этот фильм. Это вот тот самый шлем, который был на съемках фильма. И шарф Гарри Поттера, 2 штуки, я помню, как они даже выглядели. Так что всем, кому интересно, вот они вот там вдалеке висят. Ну и, конечно же, метла. Метла. Кто, кстати, знает, где она именно была и кто на ней летал, в комментариях отпишитесь. Пойдем дальше. Друзья мои, здесь тоже вроде зал пустой, сможем что-то показать. По правую руку от меня находится маска Бэтмена. Честно, я понятия не имею, оригинал это или нет, но судя по тому, что
Там огромное количество статей, показано актер какой был и так далее, да, там вот всякие девайсы, так скажем, Бэтмена. Это, по-моему, именно оригинал со съемок, ну и все-таки это планета Голливуд, так что, скорее всего, это правда. Пойдем дальше. Для меня, если честно, вот этот вот фильм, понятия не имею, что это за фильм. Ребят, напишите, кто его смотрел, крутой или нет. Если крутой, посмотрим обязательно на Твиче. Называется «Маулин Роудж». Мулен Руж? Я вырежу это, пожалуйста. Я этого вообще не говорил, не этот. Вот это я тоже не знаю, но фильм мега олдовый. Там есть красивая рыжая... надеюсь, моя не будет смотреть. Рыжая женщина с рыжими... Короче, баба сисястая там есть, поэтому фильм рекомендую к просмотру. Погнали дальше. Крепкий, мать его, орешек. Какая, я не знаю, 2007 год. Те самые шмотки, которые были на Брюсе Уиллисе. Так что очень, кстати, похож он, вот если посмотреть, даже с этим, как он называется, с оригиналами, с кадрами фильма безумно похоже, так что я думаю, что это именно он. Погнали дальше. Ребят, когда я в самом начале, только сейчас увидел, когда я в самом начале вам говорил, что Assassin's Creed, наверное, самая здесь такая прям вау, да, там ради чего стоит сюда зайти, хер там плавал. Для меня я вам сейчас покажу, что именно является просто вот так вот. Это стул. Шучу, ладно, не стул. На самом деле, ребята, ну здесь как бы, вы чувствуете? Блядь, сломал. Вы чувствуете, нет, вообще уровень? Ребята, это фильм «Чужой». Если я не ошибаюсь, 87-86 год он вышел. Да, 86 год вышел первый фильм. И всеми известными уже с Рипли, с той самой, он вышел в 97 году. Я был совсем еще маленьким. Мне было, наверное, лет 20. Меньше, нет. 10. Да, мне было 10. С 87 по 97 сложно просто посчитать. Вот, поэтому 10 лет мне было, когда вышел этот фильм. Мы с вами прошли всю франшизу игр. Я безумно обожаю эти фильмы. Ребята, всем, кто не смотрел, советую посмотреть. Это история, и это те самые вот вещи, которые были на Рипле. Так что вот это вот реальная история. Пойдем дальше посмотрим, что тут есть. Опа! Синдбад, это арабская ночь, вот это вот волшебный, мать его, Восток. Не, ну Синдбад, мне нравится фильм. И тут просто, ну посмотрите. Посмотрите на этот контент. Это бальбо, понимаете? Всем, кто не знает Рокки, честно, не знаю, вот он, 79-й год, не знал, когда вышел самый первый фильм Рокки, 85-й год. То есть вы представляете, сколько вот этим вот вещам уже лет? Это же просто нереально. Кстати, поди сюда. Если присмотреться, я так думаю, со съемок, вот видишь, на правом плече еще капельки крови. Ну, типа, видишь? Просто подсними. Я так думаю, это прям со съемок сюда приехало. И это очень круто. Это, блин, это прям раритет. Реально раритет. Так, это кто у нас такой? Нихера себе, 41-го года. Что, у нас есть алды, нет? Чи нет? Ребят, подскажите, про что фильм? Ну, судя по тому, что чувак с пистолетом и баба, какой-нибудь, наверное, я не знаю, боевичок или что-нибудь еще типа такого. И костюм у нас королевы Изабеллы. Тоже, к сожалению, ребят, с Assassin's Creed не знаком. Подскажите, напишите в комментариях, откуда, кто она была. Так, все, мы пойдем кушать. Я тебе не хотел показывать. Ладно, пойдем, я тебе покажу, что нам здесь принесли. Пойдем. Ну давай. Давай, прыгай. Оба. Так, шо? Короче, очень круто выглядит бургер. Он маленько подрассыпался. Я хотел попробовать здесь стейк рибай, если я не ошибаюсь, он правильно называется. Нереально огромная картошка, я ее, кстати, не заказывал, но она, видать, вдогон идет. Ну а вам всем приятного аппетита, друзья мои. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал и обязательно напишите, в какой стране стоит посетить то или иное место. Но если будем проездом, обязательно забежим, посмотрим,
Всех целую, всех люблю. С наступающим Новым годом. Не болейте. Ну что, посмотрел видос? Посмотрел. И лайк поставил. И на канал ты подписался. Красава, удачи, братан. Встретимся в следующем видеоролике.